Вот смотрите, мир был более-менее выстроен на основе итогов Второй мировой войны и международного права. Дальше, в 1991 году Советский Союз нарушил на своей территории, правда, международное право, незаконно распустившись, потому что решения были незаконные, власти Советского Союза во главе с Горбачевым не предприняли необходимых действий по сохранению Союза. В результате возникла цепочка дестабилизации. Вот на территории Советского Союза, например, конфликт на Украине уже 100-й за 30 лет. Но цепочка дестабилизации не только здесь, она мировая. Она затронула Югославию, она сказывается на азиатских государствах. То есть эта цепочка запущена из-за нарушения нами закона международного права в 1991 году, где страдает весь мир. Значит, вход, где и выход. Необходимо отменить незаконное решение 1991 года, восстановить баланс сдерживающих факторов, в том числе ядерно-оружейных сдерживающих факторов, которые обеспечивали с 60-х годов международное право. То есть оно не только было обеспечено, собственно, правовыми механизмами, но и военными механизмами. Ну, например, взаимными полетными заданиями, которые позволяют не, так сказать, под угрозой взаимного уничтожения гарантировать мировой порядок. Да? То есть возникает мотивация как для американцев, так и для нас гарантировать мировой порядок. И за счет этого восстановить мировой порядок на базе 1945 года. Любые другие вещи, отступление наше, так сказать, действия, так сказать, не исходящие из принципа наших границ, в границах 1945 года, Украина, Прибалтика, где угодно, они все однозначно ведут к войне. То есть спокойствие ведет только в одном случае, если будет восстановлен международный порядок в границах 1945 года на основе международного права, то есть территориальная целостность, суверенитет наций, многополярность здесь возникает, и право нации на самоопределение с учетом первого-второго пункта. Без первого-второго пункта это право не должно реализовываться, потому что без первого-второго пункта это значит разбудить сепаратистские движения во всех государствах мира.